Я постоянно слышу: дизайнер, да зачем он вообще нужен? Всю жизнь делали ремонт сами, без этих художников. А ведь опытный дизайнер — это именно тот человек, который поможет вам не только создать красивый и эстетичный интерьер, но и поможет уберечь вас от типичных ошибок, что сэкономит нервы и, что не сразу очевидно, деньги. Это, конечно же, звучит как красивый слоган, но давайте подробно разберем, можно ли делать ремонт без дизайн-проекта или нет. Если вы впервые на канале, то меня зовут Сенчугов Александр, я дизайнер интерьера. Обязательно после просмотра напишите в комментариях, что вы думаете о ролике. Если он был полезным, то поддержите его лайком. Посмотрите вокруг, сейчас все делают ремонт с помощью дизайнеров. Дизайнеров вообще стало так много, что уже непонятно, как отличить профессионала от любителя. Дорогой, у меня подружка сходила на курсы дизайна, и теперь она сделает нам такой дизайн, ты будешь просто в шоке. Да, реально, вы будете просто в шоке. У меня было несколько случаев в практике, когда приходилось заказчиков после предыдущего дизайнера заново учить доверять людям. Они были настолько запуганы, вот вы не поверите. У большинства заказчиков это первый опыт работы с дизайнером. Может быть, это вообще навязанная услуга, и можно делать легко ремонт без дизайн-проекта. Давайте просто подробно в этом всем разберемся. Зачем нужен дизайн-проект? Давайте объясним. Когда вы получили ключи от квартиры, вы можете сразу же переехать и жить в ней. Правда? Конечно же нет. Единственный вариант, в котором вы можете получить ключи и сразу жить в ней, это если вы купили квартиру с ремонтом уже после кого-то, и видение предыдущих хозяев полностью совпадает с вашим. Вот тогда вы можете переехать и жить. Но по опыту таких случаев, да не бывает таких случаев. Это бывает там 1 на миллион. Мы все разные, и требования к интерьеру у нас у всех разные. И вот вы решили переделать ремонт под себя. Вы представляете себя творцом, полистали модные журналы и начали мозговой штурм. Давайте разберемся, из чего вообще состоит интерьер вашей квартиры. Все предметы, все стены в ней должны быть такими, чтобы вы получали удовольствие от каждого метра нахождения в вашей квартире, от каждого движения. В квартире есть мебель, есть сантехника, есть бытовая техника. Они должны быть расставлены так, чтобы было удобно им пользоваться. И прежде всего, конечно же, чтобы они вам не мешали. Для отделки стен, пола, потолка используются различные материалы. Они все имеют свои свойства. И эти свойства должны подходить под функцию именно этого помещения. В квартире есть свет, он может быть разным. Им нужно управлять. Удобно управлять. Есть инженерные системы, система отопления, системы водоотведения, кондиционирования, вентиляция, еще много всего. Кто-то любит классический интерьер с использованием множества гипсовой лепнины, кто-то, наоборот, ультрасовременный, с ультрасовременными материалами. Надеюсь, я не сильно вас запугал этим списком, это не весь, естественно, список. Так вот, по отдельности каждую из этих тем можно изучить, заморочиться и стать профессионалом, например, в отоплении. И, возможно, у вас в итоге вашего ремонта будет красивая гипсовая лепнина, красивый цвет стен, интересный диван, модные радиаторы. И на этом, в принципе, хорошие новости для вас заканчиваются. Все эти дизайнерские решения будут только у вас в голове. И если вы спросите прораба, а во сколько мне обойдется ремонт, какой бюджет, он просто разведет руками. Ремонт он тоже не сможет начать. Вернее, сможет, но это будет долго, дорого и по итогу не очень красиво. Вы можете вложить очень много денег, но много денег не равно красивый итог ремонта. Материалы будут по отдельности красивые, по отдельности они будут вам нравиться, но вместе, скорее всего, это будет очень странное зрелище. В магазине невозможно будет посчитать материалы, их нужно будет брать с большим запасом. Я думаю, что очень простой пример, если вы хотите посмотреть дорогой и некрасивый интерьер, просто зайдите на любой сайт, например, на ЦИАН, и посмотрите там дорогие квартиры, которые продаются. Скорее всего, там будут очень дорогие материалы, но вместе чаще всего это очень грустная картина. Ну и главное, все решения по ремонту вы будете принимать на ходу, по ходу ремонта. И потом все переделки, конечно же, будут за ваш счет. То же самое на самом деле будет, если вы закажете проект у неопытного дизайнера. Об этом вы поймете по ходу ролика. Состав дизайн-проекта. Мне кажется, теперь довольно понятно, для чего нужен дизайн-проект. Давайте теперь разберемся, что же в него входит. Состав дизайн-проекта не является какой-то коммерческой тайной или чем-то секретным. У всех дизайн-студий он примерно одинаковый, и различия обычно в каких-то деталях. Главное понять, для чего нужен дизайн-проект, и это определит его состав. Первая задача – это определить эргономику интерьера, чтобы все вещи стояли на своих местах, чтобы все движения в интерьере были удобными. Далее мы продумываем концепцию оформления интерьера. Это цветовые объемы и их сочетание.
Далее мы обязательно должны продумать все инженерные решения, чтобы вся инженерия в интерьере работала правильно. И, конечно же, все вот эти идеи нужно как-то подать строителям. Мы должны предоставить информацию, чтобы проект можно было качественно воплотить. Так годами выработался единственно правильный состав дизайн-проекта. Во-первых, это планировка с установкой мебели и сантехники, где продумана вся эргономика в квартире. Затем это эскизы. Сейчас это фотореалистичные трехмерные картинки. Раньше эскизы просто рисовали от руки, акварелью или любыми красками. И, конечно же, это чертежи, по которым будет реализовываться то, что мы придумали на эскизах. Также по чертежам будут считаться все объемы материалов и делаться закупки. Можно сделать ремонт только по эскизам. Иногда заказчики говорят, что им нужны только эскизы. Нам нужно красивое решение, красивые картинки, а дальше мы сами все построим. Я согласен, что дизайнерское решение, которое разрабатывается в эскизах, самое важное в дизайн-проекте, но что вы дальше будете с ним делать? Строить на глаз? И при первых же вопросах от прораба или в строительном магазине вы поймете, что делать ремонт только по эскизам было большой ошибкой. И даже если вы хотите заказать только картинки, то в любом случае вам придется делать первый этап – это планировочное решение, потому что без него непонятно вообще, что рисовать на эскизах. Где стоит какая мебель, где какая сантехника, что рисовать. Поэтому все равно первым этапом будет разработка планировочного решения. Вообще я считаю, что планировочное решение – это самая важная часть дизайн-проекта. Это скелет, на который будет налепляться мясо из цветовых решений, из объемов, из мебели, из остальных чертежей. Еще у меня был случай, заказчица показала мне эскизы своей подруги и сказала: здесь все уже нарисовано от руки, сделайте, пожалуйста, визуализацию по этим эскизам. Так вот здесь сразу же всплыла проблема с ручными эскизами. Когда мы стали делать 3D, сразу же стало непонятно, матовый паркет или глянцевый, какой оттенок на кухне, какого размера кухня и другие сочетания, что это за вот линия, что за люстра какой фирмы. Поэтому в 3D-эскизах все материалы переданы вот однозначно, и никаких сомнений быть не может. Когда у вас эскиз от руки, его можно трактовать совершенно по-разному, то есть по сути он ничего особо и не значит. В итоге ремонт по эскизам можно делать только при двух условиях. Во-первых, у вас должны быть супер опытные строители, которые возьмут на себя всю ответственность за технические решения, пропорции в материалах и какие-то другие нюансы. А во-вторых, у вас должно быть масса времени и большой запас по бюджету, потому что все материалы, все решения будут делаться с большим запасом. И за все переделки также будете платить вы. Можно сделать ремонт только по чертежам. Многие строители называют эскизы в дизайн-проекте веселыми картинками. Я думаю, что это все-таки по старой памяти, сейчас такого меньше, но действительно у некоторых дизайнеров эскизы никак не совпадают с чертежами, они не имеют с ними ничего общего. Размеры и масштаб на эскизах не совпадают с реальностью, но это еще не вся проблема. Часто начинающие дизайнеры рисуют то, что в принципе невозможно воплотить в жизни. То есть это, конечно, красивая картинка, но когда вы ее перенесете в реальность, ее просто невозможно будет реализовать. В итоге строители говорят: дайте нам просто чертежи. Мы хотим, чтобы вы согласовали все с заказчиком, сколько будет розеток, где какие типы полов, сколько будет стен, и мы поэтому сделаем качественный, чистенький ремонт. Но когда стройка дойдет до этапа чистовых материалов, она сразу же остановится. Все вопросы будут к заказчику, заказчик будет в тупике, ну или вы просто сделаете какой-то компромиссный, скучный интерьер, который не будет иметь ничего общего с дизайном. Многие называют такой проект техническим дизайн-проектом, и вы получаете проработанное эргономичное пространство, где продумано все расположение мебели, сантехники, где посчитаны все количество чистовых материалов, но дизайнерским такой проект назвать очень сложно. Я сейчас делаю ремонт в своей квартире, и на черновом этапе все чертежи я делал по ходу. То есть нужно сделать стены, я делаю план стен. Нужно сделать электрику, я делаю план электрики. Но когда дело дошло до чистовых материалов, то пришлось в спешке делать эскизы. Потому что без эскизов даже человек с большим опытом все равно не может сопоставить все эти решения. Все равно нужно делать концептуальные рисунки. Они могут быть не такие объемные, как мы делаем обычно заказчикам, но все равно мне нужно сопоставлять все эти объемы, все эти решения, чтобы в итоге получить красивую картинку. И в итоге, когда я нарисовал эскизы кухни, я понял, что те материалы, которые выбраны изначально, довольно скучные, и пришлось менять пару решений. И в итоге кухня стала совершенно другой, дизайнерской и яркой.
Конечно же, сделать ремонт по техническому проекту без эскизов можно, и вы получите довольно эргономичное, удобное пространство для жизни. Но дизайнерских решений в нем не будет. Это будет не дизайнерский ремонт. Довольно простой и компромиссный, но для жизни вполне себе подходящий. Можно ли сделать ремонт без дизайн-проекта? Если коротко, чтобы не повторяться, да, конечно же, можно сделать ремонт без дизайн-проекта, но только в том случае, если вам все равно, какой будет результат, и у вас огромное количество лишнего времени на стройку, на принятие решений, и есть бюджет, вам не жалко бюджета на переделки. Это как приготовить еду без рецепта. Если блюдо простое, у вас много опыта, то будет вкусно. А в противном случае, скорее всего, у вас получится что-то очень сложное, дорогое, из множества ингредиентов и несъедобное. Мебель и материалы в проекте реальные. Как сказал один наш заказчик, мне не нужен чемодан без ручки. Сейчас, в принципе, никому не нужны веселые картинки, как я говорил раньше, которые невозможно потом будет реализовать. Если есть инженерные решения, то они должны правильно работать, чтобы по ходу стройки вам не пришлось менять расположение ванны или унитаза. Это все должно продумываться на стадии дизайн-проекта, без переделок. Если на стене нарисована плитка, то она должна существовать в природе, или хотя бы должны существовать ее аналоги. Но на самом деле, если дизайнер в теме трендов, то никаких проблем с этим не будет. В принципе, все поставщики повторяют и копируют друг у друга. Если вы знаете модные тенденции в материалах, то одну и ту же плитку, которая актуальна на данный момент, можно найти в нескольких ценовых вариантах. Какую-то бюджетную, дорогую или очень дорогую привозную итальянскую. И она все равно будет в концепции вашего дизайна. Это касается любых чистовых материалов. Стен, пола, мебели, света, всего-всего. У производителя есть несколько важных качеств. Это стоимость, сроки, качество и гарантия. Все они очень важны и напрямую влияют друг на друга. Дизайнер должен знать сочетание всех этих качеств и предложить именно то решение, которое подойдет вам. Чтобы быть в курсе текущей ситуации с чистовыми материалами, дизайнеры постоянно находятся в поиске. Они советуются с коллегами, ходят на презентации, изучают рынок. Но, пожалуйста, не надо нам звонить и донимать нас холодными звонками. Это вызывает только отторжение. То есть, если раньше я еще общался с поставщиками, то сейчас я просто сразу же перестаю общаться, бросаю трубку, иногда приходится хамить, потому что невозможно каждый день отвечать на 10 звонков по чистовым материалам. Из этого не будет никакого материала, просто поверьте мне. Придумывайте другие способы вместо холодных звонков. Это просто нанесет травму вашим менеджерам и не принесет никакого результата. На самом деле работайте над качеством продукции, и именно с помощью качества, сроков, гарантии, качественной работы менеджеров с дизайнерами, вы найдете себе очень большой пул заказов среди дизайнеров. Поверьте мне. Вот эти звонки и навязывания, они только все портят и вызывают отторжение. Дизайнер наверняка хочет впарить мне материалы и заработать на этом. Это очень распространенное мнение у заказчиков, и оно на самом деле появилось не на ровном месте. Ко мне действительно приходили заказчики, которым впарили по двойной цене материалы, и когда они все оплатили, то дизайнер просто вот так исчезал. Просто интерес сразу же терялся. Я считаю такой способ заработка очень недальновидным. Одна из самых главных вещей в профессии дизайнера – это репутация. Наша задача, чтобы заказчик получил максимальное качество по минимальной цене. И если он приходит со мной в магазин, то товар должен быть дешевле, чем если он придет один. Конечно, есть такие поставщики, которые звонят по холодным звонкам и говорят: давайте мы накрутим немножко процентиков, чтобы вы заработали, и что-нибудь им продадим. Вот такие поставщики сразу же идут лесом, поверьте мне. Да, производитель делится своим бюджетом на рекламу с дизайнером, но это никак не влияет на переплату заказчика. А дизайнер в этом случае гарантирует своим опытом и работой с этим поставщиком наивысшее качество и соблюдение сроков. Да, конечно же, компании могут портиться, в кризисное время многое может произойти, но в большинстве своем дизайнеры гарантируют качество своим опытом уже работы с этим поставщиком. И чаще всего, когда заказчик хотел сэкономить, он говорит: да я в интернете нашел, и если разобраться получше, то получается, что он купил вообще другого качества, по другой цене, хотя визуально это казалось тем же материалом. Это постоянные случаи, в принципе, я не могу ничего навязывать заказчикам, говорить, что вы можете купить только здесь, ни в коем случае нигде другое, но опыт
чаще всего очень плачевные, когда вы говорите, ну, купили и купили, чего же теперь делать? Не покупать же второй раз, но результат обычно плачевный. Ну и, конечно же, нужно приготовиться к тому, что дизайнерские материалы в принципе дороже обычных. Это не потому, что дизайнер так захотел, а потому что обычно они более сложные в изготовлении, там более дорогие материалы и так далее. Ну вот так устроен мир, к сожалению. Другое дело, что дизайнер может комбинировать дорогие и бюджетные материалы, создавая максимально дорогую визуальную картинку по минимальной цене из этого сочетания. Сколько занимает создание дизайн-проекта? Почему так долго? Как идет работа над дизайн-проектом? Сначала делаются обмеры. Нам нужны фактические размеры, все. Затем делается несколько вариантов планировочного решения. Заказчик выбирает, что в каком решении ему понравилось. Мы делаем финальное решение. Потом мы его еще раз дорабатываем и получаем итоговую планировку. Затем мы делаем 3D-эскизы по этой планировке и по комментариям заказчиков докручиваем ее до финального варианта, чтобы все материалы, все цветовые решения подходили заказчику и была финальная вкусная картинка. Дальше мы переносим эти 3D-решения на чертежи, прорабатываем инженерные решения, все розетки, выключатели, электрику, теплые полы, раскладку плитки, раскладку всех чистовых материалов. В общем, изображаем все, чтобы 3D-картинки можно было реализовать в ваших стенах. Создание 3D-модели не делается вот так, все равно нужно создать модель, настроить цвет, выставить камеры, все просчитать. А создание одного рендера, одной картинки занимает порядка часа. Мы часто ставим просчет на ночь. Но кроме того, вы видите только финальный результат. Но в процессе работы мы же обсуждаем разные варианты, мы делаем перестановки, мы пробуем разные сочетания. И вы видите только финальную картинку, но за ней идет огромная работа дизайнера. И это все занимает время. Потом вам нужно переспать со всеми этими решениями, провести с ними ночь, пообщаться, посоветоваться. Кто-то советуется с родственниками, с друзьями, что я на самом деле строго хотел бы запретить, потому что это все-таки ваш интерьер, а не интерьеры ваших друзей. Ну так вот, все вот это занимает очень много времени, и за неделю или две сделать это просто невозможно, если вы хотите подробный проработанный проект. Если вы сразу же примете то, что вам нарисуют, да, наверное, это можно сделать очень быстро, но зачем вообще вам такое решение? Поэтому приготовьтесь к тому, что на дизайн-проект уйдет довольно много времени. Часто заказчики приходят с фразой «нам нужно было вчера уже начинать, давайте быстро начнем». В таком случае есть только один совет. Можно сделать планировку и несколько основных чертежей. Это электрика и сантехника. В таком случае можно начать ремонт прямо сейчас, как только согласовали эти чертежи. Но если какие-то дизайнерские решения повлияют на планировку в дальнейшем, то вам нужно быть готовым к переделкам. И, в принципе, это довольно сильно ограничит последующие дизайнерские решения. Но если сроки так горят, и вы не готовы ждать, то, наверное, это единственный вариант, который приемлем. Почему дизайн-проект стоит так дорого? Давайте просто подсчитаем. Над вашим дизайн-проектом работает дизайн-студия. Это главный дизайнер, ведущий дизайнер вашего проекта, это аренда офиса, компьютеры. Все это входит в амортизацию. Вы просто надо банально платить за свет. У хорошего дизайнера должна быть хорошая зарплата. Полный дизайн-проект создается 2-3 месяца. Вот если это все сложить и поделить на время, то получается на самом деле не такая большая сумма. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваш проект делал дизайнер, у которого еще параллельно там 10-20 проектов, который постоянно делает ошибки, тупо потому, что ему в голове не удержать все эти 20 проектов, который постоянно торопится, опаздывает, задерживает сроки. Поэтому приготовьтесь, что стоимость такого дизайн-проекта будет выше. Если хотите сэкономить, то вам подойдут начинающие дизайнеры. У них еще не так много проектов, правда, у них еще не так много опыта. Но если сопоставить стоимость дизайн-проекта и стоимость ремонта, то экономия будет очень сомнительная. По сути, в любом случае вы потратите очень большой объем денег, но результат будет совершенно разный. Например, в случае с коммерческой недвижимостью, если вы делаете ремонт под сдачу, у меня часто были случаи, когда заказчики делали ремонт себе, но потом обстоятельства изменялись, и они просто сдавали эту квартиру. Так вот, дорогая дизайнерская квартира сдается в аренду гораздо быстрее, чем соседние обычные. Человек просто смотрит на объявление и, конечно же, среди прочих выберет вашу, и он готов сильно переплатить за это. У меня реально есть такой опыт, когда платили в 2 раза больше, чем за квартиры, которые были в этом же здании. А если вы делаете ремонт себе, то по дизайн-проекту вы получите интерьер, который подходит именно вам. И вы сможете легко заранее рассчитать бюджет и сделать ремонт именно таким, каким вы задумали изначально. Можно ли создать дизайн-проект удаленно? Еще несколько лет назад такая задача казалась довольно сложной, но коронавирус все изменил. Мы, например, уже давно делаем дизайн-проекты по всему миру и не видим в этом никакой проблемы. Здесь, конечно же, очень важен опыт дизайна, но это может быть очень увлекательным, поэтому если вы хотите делать дизайн-проект удаленно, то
Не надо этого бояться. Как понять, что дизайнер хороший и подходит именно вам? На нашем канале есть отдельное видео о том, как выбрать дизайнера. Обязательно посмотрите его, там очень подробно все это рассказано. Но, наверное, главный совет – нужно выбрать дизайнера, с которым у вас совпадает видение того, каким должен быть идеальный интерьер. И это чаще всего передается в портфолио. Ну и, конечно же, чем дороже интерьер и сложнее проект, тем более опытным должен быть дизайнер. Тут очень велика цена ошибок. Почему дизайнеру нужно доверять? Когда вы покупаете автомобиль, вы не приезжаете на завод, не влезаете в каждый процесс. Вы просто обсуждаете важные для вас функции, чтобы о них не забыли. Когда человек долго занимается дизайном интерьеров, у него появляется профессиональная насмотренность. И это очень влияет на эстетику проектов. А опыт в создании и реализации проектов напрямую влияет на их качество. А у заказчика при работе с дизайнером создается ощущение легкости. Такое ощущение, что это создается очень просто. Но на самом деле это не так. Это просто опыт дизайнера. Это на самом деле касается любой профессии. Просто задумайтесь. Поэтому я не понимаю заказчиков, которые не доверяют принятию решения своим дизайнерам. Но в принципе опытный дизайнер может вам объяснить любое свое решение, с чем оно связано и как оно появилось. Монетизация сейчас не работает, поэтому если вы хотите поддержать наш канал и выход следующих роликов, то я под видео оставлю ссылку на наш Boosty. Будем вам благодарны за любую поддержку. Если вам есть что добавить, то обязательно напишите об этом в комментариях. Если видео было полезным и интересным, то обязательно поддержите его лайком. Оно так продвинется выше. У нас есть много всего полезного и вдохновляющего для вас в наших социальных сетях. Я оставлю на них ссылку под видео. Обязательно переходите и подписывайтесь. До скорых встреч. Пока-пока.